Всех приветствую. Знаете, вчера посмотрел, даже не вчера, сегодня утром посмотрел видео, мне попалось, тоже блогера с Италии. Женщину уволили с работы. И как-то она это так все, для нее это тягостно было. Она очень любила эту работу, очень хорошая была. И как-то меня потащило в эту сторону, в размышления. И хочу поделиться с вами этим. Потому что, наверное, это очень важно. Я ей ответил тоже в комментарии. Я же тоже зритель, как и вы. Кстати, лайки и подписки не забывайте. Еще я все время забываю. Пожалуйста, посмотрите, проверьте ваши подписки. Потому что YouTube что-то делает странное. Он как-то каким-то образом отписывает, либо не подписывает людей. Я даже со знакомым блогером с Германии разговаривал. Он говорит, та же самая фигня. Говорит, по 8, по 10 тысяч просмотров, чуть ли не -1 подписчик. Говорит, так не может быть. Поэтому, просьба. Начну с того, что, наверное, я считаю, что в нашей жизни рано или поздно все заканчивается. И тут без вариантов. Но мы настолько живем в каких-то своих привычках, вроде бы устроили свою жизнь, вроде бы все нормально, все пучком. Как там на Соломоновом кольце написано, не всегда так будет, и мы об этом забываем. Наш человеческий мозг так устроен, что мы как звери, понимаете, мы все время на стреме защищаем себя, чтобы кто-то на нас не напал, чтобы быть в безопасности. Поэтому, когда вокруг нас происходит какое-то добро, мы его как-то, знаете, вроде как оно так и должно быть. А вот если происходит что-то плохое, нам кто-то плохо ответил, плохой поступок сделал, мы это так замечательно запоминаем, прям что как будто где-то в тетрадку записываем, такой черный список себе собираем. И так у каждого. Вы даже не можете этим управлять. Оно как бы подсознательно так. Нет, можно, конечно, если вы живете на расслабоне, на позитиве. Вы принимаете людей, ситуации такими, какие они есть. Но это редко бывает у людей. И вот на протяжении, скажем, работаю я с кем-то. Мы с вами работаем на протяжении 2, 3, 5 лет. И как всегда, черный список увеличивается, а добро как-то оно, чистый лист остается все время. И придет рано или поздно какой-то момент, в 95% случаев он приходит, что последняя капля переполняет чашу этих отношений. И то ли вам это все надоедает, вы уходите, то есть вашему другу, напарнику, работодателю, кому угодно. Это аналогично. Надо быть очень таким правильно думающим человеком, чтобы понимать, что я его знаю много лет, что я выиграю, если я возьму другого. Другого мне надо будет изучать еще, огромное количество времени, потому что сложно понять, человека прям за неделю. Я, допустим, очень хорошо в людях разбираюсь, но все равно до конца мы настолько непредсказуемы, что невозможно до конца узнать кого-то. Говорят, люди там не меняются. Допустим, вот я рассказывал, что работал с одним работодателем. Он еврей, я уже 100 раз говорил, итальянский. Неплохо было работать. Единственное, что с ним было много не заработать. Он как бы так платит тебе все, но по минимуму. Но опять же, это была моя вина. И это тоже очень важно. На самом деле никто не виноват, что вам платят мало. Вы сами себе ставите эту планку. Они вас проверяют. Если вас это устраивает, в чем проблема? Ты хочешь столько, вот тебе столько. Я вам тоже говорил, что за Италию я очень много мест поменял. Знаете почему? Именно из-за того, что я когда работал с этим евреем,
8 лет проработал. И так же само потом все разрушилось, хотя казалось это невозможно. Я его еще когда-то спрашивал, а вот когда я стану старый, ты меня не выгонишь? Он говорит, да не. И я понял, что нужно самому менять эти ситуации, не доводить их до там 2-3 лет, когда уже стошнило друг от друга. Семья это то же самое. И накапливаются такие же особенно обиды. И надо с этим бороться искусственно. Ты же не будешь каждые 2 года менять жену там или мужа. Хотя люди и так делают. Но все равно, мы все равно вынуждены будем под кого-то подстраиваться. И, наверное, если разумно думать, без эмоций, без фырков, там, легче уже с этим человеком наладить отношения. Понятно, что иногда есть такие люди, что невозможно с ними что-то наладить, изменить. Вот у меня такой подписчик, как этот, все тот же Андрей, я даже скажу фамилию, Драгов, потому что он совсем не стесняется всякую хрень писать. Вот это у человека такой, знаете, понос, хейтом. В чем кайф, я не могу понять. Мне интересно, конечно, за ним наблюдать, что он за хрень пишет. Ну, мне кажется, что у человека просто с мозгами не в порядке. Но он почему-то себя считает таким значимым. Возможно, и не считает себя умнее всех. Ему просто в кайф вот наводить такой бардак в комментариях, всех оскорблять. Зачем это надо человеку? И все смайлики такие веселые, у него все так классно, ему все так в удовольствие вот это говнить. Такой процент людей есть. И что с этим? 1 евро. Что с этим сделаешь? Они есть и все. Так. Сейчас, секунду. То эту бумажку неправильно засунешь, стрелочкой не туда. Так она мне потом 80 евро дала. Не прочитала бумажку. Подожди, где там ресто? Как неудобно. Так вот, если вы к этому не готовы, у меня сын недавно работал долгое время на этой фирме, все спрашивают, чем он занимается. Он работал на фирме, которая устанавливает тенды на балконах, там, на крутых магазинах, вообще такой чувак крутой. Его отец вообще в Риме начинал все эти тенды, весь этот бизнес. И очень много таким знаменитостям понаставлял там и в магазинах Armani. Такой чел умный. И сейчас перешли они на такие стеклянные раздвижные окна, двери, как их назвать, не знаю. Он долгое время там работал, он там был один из таких лучших работников. Его уважали. Все равно его вот что-то там стошнило, вот эти все отношения. Знаете, он мне тоже объяснял много вещей, там типа вот взяли там какого-то нового работника, ничего не умеет, а получает почти так же, как я, мне никакой зарплаты там не повышают, какое-то сверло, выпрашиваешь там неделями, такая организация странная. Но он такой тоже гордый, с характером и хочет, конечно, свободы, хочет самостоятельно свою жизнь регулировать, потому что иногда не выходит в субботу, его пугают чуть ли не увольнением. А суббота в Италии вообще, по идее, хочешь работаешь, хочешь нет. Кстати, сегодня суббота, я вот хочу, вчера я не работал, ну вот что-то не было у меня желания. Видео надо было снять еще. Но следующая неделя у меня будет напряженная. Также и на этой вилле я работаю. И да, я в нее по-своему влюбился.
Ну что она, работа как и работа, просто само место, понимаете. Вот я влюбился в эту свободу, в эту тишину, птицы поют. Мы когда живем рядом с кем-то, работаем, задумайтесь, это очень важно. Вы же не живете своими мыслями, своей вот действительно натуральной жизнью. Вы постоянно кого-то слушаете, постоянно под кого-то подстраиваетесь. Вы не можете сконцентрироваться, когда рядом с вами хотя бы один человек. А есть еще такие, что у него рот не закрывается, понимаете? Он будет тарахтеть. И у тебя просто к вечеру вот такая голова, бля, от этого поноса. И пустоту, вот как этот подписчик, Андрей, блин. Вот у него просто словесный понос, не в тему, вообще ничего, лишь бы что-то написать, лишь бы взбаламутить воду. И ему от этого кайф получает, понимаете, в голове пустота. И ты рядом с таким человеком, ну ты можешь ему уделить внимание, там ответить, но до какого-то момента потом просто крышу сносит. Потому я люблю ходить на море, понимаете, ты на пляж сядешь, даже если вокруг тебя там что-то будут болтать, ну если, конечно, не в 2 метрах от вас сядут там пьяная кучка, блин, строителей, блин, еще и иностранцев, что не по-итальянски даже будут, это да, это хоть бери, пересаживайся. А так ты себе в море, блин, влупился, смотришь, отдыхаешь, солнышко греет, в море пошел, скупался, понимаете, удовольствие. Опять же сливаешься с этим морем, с этой природой, получаешь оттуда какую-то энергию, тянешь. Вот где кайф. А энергия, она вокруг положительная. То есть, чтобы ее получить, надо, наверное, расслабиться, войти в какое-то особое состояние, то есть открыть себя, чтобы она заходила. А если мы живем вот в постоянной скованности, мы закрыты, мы становимся напряженные, злые. И все это по привычке делается, понимаете? Настолько по привычке, что вы не можете ее сломать, если вы не будете делать, допустим, как на моем примере. Вы чувствуете, что-то не то на этой работе. У меня иногда были такие работы и бригады, я на 2-й день уходил. Вот просто по чуйке. Вы видите, что я все умею. А ты, допустим, приходишь в бригаду, то тебя начинают учить, как скотч прилепить к картон, то тебе начинают рассказывать, которую ты уже миллион раз прошел, и это я тебя еще могу научить. Мало того, что тебя он учит, еще и в конце говно получает. И я за 2 дня просто уже умудряюсь понять, что не, это не мое место, я здесь и даже и близко не хочу работать. Хотя они пальцы веером там себя считают профи. Да, они могут делать работу, быть специалистами, но нет, это важно, блин, в жизни. Важно, насколько ты человек, насколько ты умеешь уважать ближнего, насколько ты гибкий, блин, в отношениях. Кстати, хозяйка этого дома, ну, для меня уникальная. Света, привет, она тоже смотрит. Ты действительно такой человек, что... Да, она вроде тоже и с характером, и такая, наверное, где-то жесткая. Но она эту жесткость как-то сглаживает в себя, через себя перемалывает. И я так же само. Что-то мне многое не нравится. Ну, как, что мне не нравится? Ну, не нравится, что у нее денег нету. Ну, нравится, не нравится, как есть. Поэтому выхожу из той ситуации, как слаживается. Так же и она. Да, она сделала там, возможно, какие-то ошибки. Но она тоже выходит уже из этой ситуации. А что делать? Есть проблема, надо решить проблему. Вот так вот тоже один из принципов основных. Поэтому опять же возвращаюсь к этой женщине. Ну, хотелось бы, чтобы она... Я ей написал комментарий, но что можно в одном комментарии понять? Поймите, где бы вы ни жили, где бы вы ни работали, что бы с вами ни случилось, оно не всегда так будет. Это главное правило. Хорошо вам или плохо, не всегда так будет. Так все устроено.
еще одно правило. Вы не должны забывать, вся эта жизнь это игра. То, что я еду на работу, я могу ехать, могу не ехать. Я, как один тоже из блогеров интересно, говорит, мы здесь развлекаемся в этой жизни. И не важно, что вы делаете, главное, чтобы вы получали от этого удовольствие. На примере этой женщины скажу, знаете, почему так случилось? Она попросила просто выходной. Причем так жестко, говорит, мне надо и все. При том, что, говорит, я столько много лет работала, и за все время, может быть, я там 2 выходных выпросила, и то по болезни. И работодатель ей сказал, что ты меня должна была предупредить за 3 дня. Типа, если так меня так не подходит, я тебя увольняю и все. Ну, во-первых, работодатель тупой, потому что ему надо заменить этого человека, а где гарантия, что другой будет такой же добросовестный? Чтобы такого не случалось, знаете, что надо делать? Вы должны раз в месяц брать себе такой выходной, тогда, когда вам надо. То есть он вас приучает к рабству, а вы его должны приучать к тому, что я не раб. И если у меня есть какая-то личная жизнь, и мне надо, мы с вами должны договориться по-любовному. Тем более она занималась уборкой. А извините, уборка это не на конвейере стоять, что у тебя там ты не вышел и конвейер из-за тебя остановился. Можно это как-то и проглотить. Всегда вы должны идти жить все-таки по своим правилам, частично. Понятно, человек вам платит деньги. Но это же не Бог. Здесь всегда должна быть какая-то взаимность. Вы делаете услугу, вас за это благодарят. Не должно быть работа превращаться в рабство. Просто деньги это компенсация энергии, которую вы затратили, грубо говоря. Но когда человек из себя, работодатель, делает какого-то бога, что я тебя кормлю, да, ты можешь человека уволить, ты сделаешь ему, напряжешь его. Но я вам клянусь, все мои такие грубые отношения со мной, все мои попандосы такие жестокие, я на этот момент злился, я делал какие-то разборки полетов, как я это называю. И следующий мой шаг более был разумный, я был в следующий раз готов к такой ситуации. Я всегда становился сильнее. Мне жизнь, судьба преподносила всегда более какие-то удачные работы, более добрых, адекватных людей. То есть, как будто вот этот бумеранг, он работает. Вот если я делал все правильно, если я нормальный человек, то меня никто не накажет. Меня наоборот вознаградят. Ты прошел вот эту школу, мы тебе дали испытание, ты ее прошел, давай мы тебе даем следующий шаг с каким-то уже плюсиком. Я вам клянусь, что оно так работает. Поэтому никогда не огорчайтесь, если вы живете правильно, а не так, как наш знаменитый Андрей Драгов. Хотя я не думаю, что это его фамилия. Ну а если он такой тупой, что он свою фамилию при таких комментариях еще и выставил, то это у него проблемы явные. И все, и любой конец чего-то это начало чего-то. Это даже интереснее, это кайф. Поэтому будьте всегда готовы, что либо вас уволят, либо что-то у вас рассыпется. Если вы этим дорожите, пытайтесь это сохранить. Вот даже эта женщина, я по ней заметил, она очень серьезная такая, видимо, по жизни. Мы действительно, когда работа-дом, озабоченность, а я это сделал, а то не сделал, мы становимся такие, как роботы, блин. Ты летишь. Становимся как роботы. Перестаешь шутить, перестаешь улыбаться. Ты вечно чем-то задуманный. Не, я такой становлюсь, бывает. И у меня даже лицо иногда, наверное, вы замечаете, что мне многие говорили: блин, что ты такой злой? А я чувствую, что я внутри не злой. У меня все нормально, просто
моя маска вот этой где-то, наверное, подсознательной озлобленности, она выдает себя. И мне приходится искусственно то ли все время улыбаться, знаешь, ну, чтобы спрятать вот эту какую-то там, не знаю, мимику не мою, которую не я делаю. Я могу просто задуматься, скривиться, а что ты злой, а что случилось? Да это ни хрена не случилось, просто фейс перекосился, блин. Ну, в общем, вот так вот. Вот этим я хотел поделиться сегодня на основании вот этого просмотра этого ролика. Мне жалко эту женщину, я знаю, что... Дело в том, что у меня жена так работала в одном отеле. Там этот директор такой дебильный был. Я ее устроил туда через своего этого тоже работодателя, еврея. Ну, у них так, у евреев, они таким кланом живут. То есть это его дядя был, у него был свой отель. Я говорю, слушай, там нету места для моей жены. Причем она работала, вот тоже работала у такого работодателя. Кстати, где сейчас работает? Просто в то время она очень мало платила, у них тогда не было такого бизнеса, как сейчас, они раскрутились, не знаю, в 10 раз все круче у них стало. Я говорю, Валя, ты в маленьком городке, давай центр Рима, меняй работу. То есть, так как я живу, так я и заставлял свою жену жить. И вы знаете, что случилось? Она когда туда перешла, знаете, вот живете вы в селе, переезжаете в город, понимаете? Вы же будете по-другому одеваться, по-другому вести себя, держать спинку там, туда-сюда. Так и с ней случилось. Она тут ходила чуть ли не в спортивном костюме, выбежала и домой пришла. А здесь Рим, она такая аж расцвела. Сначала злилась на меня, потому что надо было рано вставать в 5 часов. Ну, я и тоже встаю в 5. Пока туда доберешься, были свои неудобства. Но мы как-то даже вместе этот отель так преобразовали. Я его подкрашивал, ну, по своей работе. Допустим, до нее работали там румынки. Албанеска одна какая-то. Отель маленький такой, 3 этажа, он такой старинный был. И работали они все в каких-то спортивных костюмах, что-то такое, какие-то была там униформа у них. Но она уже была такая зашмырканная, в пятнах в каких-то. Я ехал в Украину, говорю, Валя, ну я понимаю, они не хотят тратиться на эту всю форму. Ну, давай попробуй уговори этого шефа. Я приехал в Украину. Я нашел каких-то там портних, нашел материал, который им нравится. Представляете, чем я занимался? Насколько мы с женой вот такие люди, если мы хотим, возле нас все расцветало всегда. Я им вшил где-то 5 комплектов этой одежды. Все они такие новенькие, как копейка. Жена заставила их поменять шторы в этом отеле. Отель ожил, понимаете, с ней. Она сама у меня такая, как из маленькой свечки, блин, может разжечь костер огромный. Бригада собралась классная. Была одна полячка, индианец один. Они очень добросовестные, эти индианцы. У них была супер бригада. Вы знаете, что случилось? Вот этот директор, он просто развалил это все. Он начал приставать к жене. Какая-то у него там любовь проснулась. Он ей не давал проходу. Он ей просто вынес весь мозг. Она проработала 6 лет там. Он ее так достал, что она просто в какой-то момент и уволилась. И так не вовремя уволилась. Тоже из-за подружки. Посоветовала ей, блин. Мы тебя найдем, нахер тебе надо. У нее был контракт на длинный период, индетерминато. То есть можно было взять в банке деньги на квартиру. И очень много было перспектив. И мне пермеса я мог сделать через нее тогда.
Я не успел, я не ожидал, что она сделает такую дурку. И что ей скажешь? Но если человека вот так вот достали. И все, когда она ушла, тем более они начали сами, отель начал менять стратегию. Есть такой способ, они не берут вас на постоянно туда, а есть кооператив такой. То есть там у них есть свои рабочие, они им платят налоги, все. И отелю так спокойнее. Ему потом не надо потом выплаты какие-то при увольнении им давать. И так она потеряла эту работу. Она полгода потом сидела в депресснике. Она настолько, я говорю, что это как ее второй дом был отель. Она полгода не могла найти работу, блин. Ей платили каждый месяц 1000 евро этих ликвидационных. Ну, то есть по безработице, типа. Ну, она в такой депрессии была. И в такой настолько не могла найти, что я вам говорю, что уже даже какой-то там я ритуал, там, то я не помню, то ли чистый четверг, то ли что. Я говорю, Валь, вот я прочитал, тут есть какая-то молитва, надо там 33 раза прочитать, там что-то еще сделать. Ну, кто-то посмеялся в комментариях, я уже рассказывал это. А у нее оно сработало, действительно сработало. Ну, я думаю, как оно работает, понимаете? Мы сами себе создаем свою судьбу. Не кто-то вокруг нас, а именно ваш настрой. Насколько вы верите, что завтра у вас все будет хорошо, настолько оно и приходит. Если вы не хотите, вам нужна работа, но вы не хотите, она не придет. Если вы постоянно работаете в одной и той же какой-то схеме, такой, которую вы не нравитесь, которая вам не нравится, но вы не можете изменить в своих мыслях, от чего я хочу, вы сами не знаете, то как, скажем, та вселенная узнает, чего вы хотите. Я тоже верю в какую-то матрицу, которая ей для нас ничего не жалко. Важно, что вы попросите, или даже не попросите, а что вы действительно хотите. Насколько вы откроетесь для этой матрицы. И у меня оно работало так. Вот при всей этой гадкой работе в этих бригадах я себе ставил цель постоянно такую, знаете, с ней ложился, просыпался. Блин, я хочу работать один сам на себя, я не хочу работать на кого-то, я устал, но я же делаю типа все равно одну и ту же работу. Они же меня берут, они же ничего не делают, они с меня только соки высасывают. Я же могу работать один, нету ничего. Ну, пару инструментов докуплю. Какие проблемы? И вот оно случалось постепенно, вдруг, откуда ни возьмись. Вот. Главное это понимать, что и задумываться. Вот, я же это хотел, вот же оно случилось. А как случилось? А хрен его знает, как оно работает. Объяснить тоже невозможно. Вот вы же заходите в комнату, свет включили. Вы что, думаете, как оно работает? Просто включили и включили. Так же и здесь должно быть. И чем легче вы к этому относитесь, тем легче все и лучше происходит. Единственное, что нельзя сидеть и думать, себя накручивать. А, у меня все ж плохо, жизнь дерьмо, а еще и включить какой-то рэп. Да, у нас все хреново, там, в подтверждение себе, чуть ли не в гипноз себя загонять с этим хреновым. И да, люди так живут, вот они не понимают, что они сами себя зомбируют вот этими мыслями. Поэтому позитив. Хотя, вот у моей жены есть такой недостаток. Она всегда позитивно мыслит. Причем последнее время что-то ее в депрессники какие-то загоняет. Как помочь ей, не знаю. Ну, что-то она себя опять же накручивает в какой-то негатив. И знаете, и помочь человеку невозможно. Ну, что ты ему скажешь? Валя, так думать нельзя. Или так, ты там должна... Никто вам ничего не должен. У человека либо это все должно произойти естественно. И я, в принципе, умею, наверное, менять даже состояние других людей.
Потому что у людей есть свойство нас отзеркаливать. То есть они могут просто наблюдать за вами. И если вы часто находитесь вместе, если они видят, что ваша жизнь, ваши мысли, ваши действия, они все-таки интересны, приносят какой-то результат, они тихонечко, подсознательно, непроизвольно начинают вас копировать. И таким образом меняясь. То есть, если вы хотите изменить человека, вы должны измениться сами. И тогда реальность вокруг вас тоже начнет меняться, подстраиваться под ваши вибрации. Я вам клянусь, что так происходит. Ограничение скорости 90, а все тут едут чуть ли не 60. Чё ты так медленно-то, блин? И меня пугаешь. Можно же чуть-чуть быстрее это. Уже 90, блин. Куда ж ты 50 километров в час едешь? Не знаю, у меня есть одна идея. Но опять же, понимая, как работает наш мозг, если я буду нудно показывать вам одну и ту же вот эту работу, и она еще и так затянется, вам будет просто скучно. Поэтому я должен чем-то разбавлять, чем-то вас удивлять, чтобы ваш интерес не терялся. И в реальной жизни это дело не только в канале, или я там что-то хитрю, или там переживаю. Я стараюсь в жизни так жить, что постоянно нужно придумывать какую-то новинку, разбавлять эту заплесневелую жизнь какими-то эмоциями, ситуациями. Причем такими шокирующими немного. Потому что если так плавно что-то там сделать, оно и незаметно будет. Нужен какой-то фейерверк. Вот машину, допустим, поменять. А оно, знаете как? Все, наверное, слышали за этот дофамин, гормон удовольствия. Вот почему... Хорошо, расскажу вам анекдот. Алкаш, бухарик такой, говорит: вот у меня мечта. Какая же у тебя мечта? Ты мечтатель, блин. Хочу бросить пить. Говорит, так брось. Говорит, а как жить без мечты потом? Так и у меня, блин. Вот что я не купил? Квартиру или дом? Потому что пока я живу с мечтой. Этот дофамин вырабатывается, наверное, в те моменты в ожидании вот этого всего. Но когда это случится, наверняка это все упадет. То есть мечта уйдет, ведь она случилась. И придет огромное количество проблем. Теперь надо этот дом ремонтировать, с документами. Этот дом с тебя высасывать будет бесконечно деньги. Вот я сейчас живу, мне спокойно. Дома все есть, скажем, для жизни. Зарплата идет, на что? Хватает ее нормально. Никаких там особых затрат, там по мелочам. Раз в 2-3 месяца какую-нибудь хрень купил, там шмотку или еда, нормально. Покупка машины, да, вот я еду на старой. И у меня мечта, а вот я бы имел машину там новую, классная, удобная, там внутри классная. Да, хочется, но думаешь, а зачем? Это же, едет. Она старая, стрёмная, видите, какие потолки. Мне не надо ничего мыть, ничего переживать. Я сюда палки, хоть все могу запхать каким-то мусором. Он сейчас, сегодня, может, тоже выкину мусор. И мне по барабану. Старее оно уже не станет, одной царапиной больше, другой меньше. Тоже пофиг. А вы все свои машины уделяете им столько времени и своих сил, переживаний за них. Вообще этот дофамин, оказывается, интересная штука.
нету никакого нахрен счастья. Все зависит от того, насколько вы его можете выработать, этот дофамин. Кстати, поэтому же люди присаживаются в телефонах на эти все шорты. Зачем придумали шорты? Знаете почему? Потому что, чтобы видео досмотрели вы должны, чтобы получить удовольствие, скажем, от моего видео или от любого, вы его должны, посмотреть хотя бы до конца, чтобы понять смысл-то. А видео обычно полчаса, час, правильно, у всех. И часто люди перематывают и не смотрят полностью все. Почему? Потому что терпения нету. И сейчас это еще усугубилось с этими шортсами. Почему их сделали? Потому что на шортсах этот дофамин можно получать каждые 30 секунд. Собаку кто-то сбил. Каждую минуту. Представляете, какая выработка дофамина? Но опять же, все хорошо в меру. Вы истощаете организм таким количеством дофамина. И в реальной жизни, если вы так привыкаете, вам негде его взять в таких количествах. Вот я, допустим, делаю свою работу. Чтобы я его получил, эту порцию, я не знаю, я, наверное, должен закончить одну комнату. А чтобы ее закончить, должна пройти, скажем, неделя. Не так просто его получить. Конечно, маленькие порции какой-то выполненной работы, они тоже дают свой результат. В конце концов, вот я сейчас доеду до работы, выйду с машины, это тоже часть дофамина. Ну вот, наконец-то я доехал, теперь могу расслабиться. То есть на самом деле счастье приносит нам вот этот химический процесс. А мы чего-то там ищем, какие-то отношения, какую-то работу, чтобы стать счастливыми. Пока вы ее ищете, да, вы в процессе выработки этого дофамина. Блин, представляете, я всю дорогу ехал на бензине. Ну и часик уделю траве, так сказать, тоже немного дофамина хапну. Хотя, чем ближе к концу, что-то мне подсказывает, что хозяйка все мои труды на этом Джардини не оценит. Даже сосед, он пришел помочь со своей более мощной вот этой машиной, триммером. Сосед, кстати, обалденный, прям как при Советском Союзе на дачах, знаешь. Я тебе помогу, ты мне. Не знаю, если договоримся, я там у него еще кое-какие работы тоже буду делать. И улитка здесь, наверное, чует свою смерть. И все-таки эта машинка берет даже высокую траву. Медленно батареи разряжаются, но все-таки я ее постриг. В любом случае половину постригу, ну а половину уже хозяйка имела желание сама это все стричь. В общем-то тут помимо стричь еще и надо будет и сено собирать, и это в кучу сваливать. Короче, геморрой этот Джардино. Что вам сказать? Работает. Сам не что-то боялся и не думал, что будет работать. Так что надежда умирает последней. Фу. Красота. Красота. Ну и на этом все. Всем пока. Всем мира.